Приветствую всех на канале «Горизонт событий». 12 июня в индийском городе Ахмадабад, в штате Гуджарат, произошла одна из самых трагичных авиакатастроф в истории страны. Самолет Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, выполнявший рейс 171 из Ахмадабада в лондонский аэропорт Гатвик, потерпел крушение через несколько минут после взлета. На борту находилось 242 человека, включая 230 пассажиров и 12 членов экипажа. По данным властей, в результате катастрофы погиб 241 человек на борту и не менее 25 на земле. Общее число жертв превысило 260. Единственным выжившим стал гражданин Великобритании индийского происхождения Вишваш Кумар Рамеш. Самолет вылетел из международного аэропорта имени Сардара Валабхбхай Пателя в Ахмадабаде в 13 часов 38 минут по местному времени. Согласно данным Управления гражданской авиации Индии, после взлета экипаж подал сигнал бедствия, после чего связь с самолетом была потеряна. Видеозаписи с места происшествия показывают, как самолет исчез за линией горизонта, после чего последовал мощный взрыв и столб огня. Лайнер упал на территорию жилого района, врезавшись в столовую общежития медицинского колледжа, где в тот момент находилось от 60 до 80 студентов. По словам декана колледжа, большинству студентов удалось эвакуироваться, но 10-12 человек оказались в ловушке в огне. По данным старшего офицера полиции Ахмадабада, на утро 13 июня в главный госпиталь города было доставлено 269 тел. Среди погибших на борту 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, 7 граждан Португалии и 1 гражданин Канады. Также жертвами стали не менее 5 студентов медицинского колледжа, находившихся в здании общежития. Точное число погибших на земле уточняется, так как обломки самолета затронули жилую зону и близлежащие офисы. Единственный выживший, Вишваш Кумар Рамеш, находился в кресле 11А рядом с аварийным выходом. По словам его брата, он позвонил семье вскоре после катастрофы, сообщив, что он в порядке. Из больницы Ахмедабад Civil Hospital подтвердили, что состояние выжившего не критическое, и его могут выписать в ближайшие дни. Среди погибших – бывший главный министр штата Гуджарат Виджай Рупани. Причина крушения пока не установлена. Самолет, возраст которого составлял 12 лет, был поставлен Air India в январе 2014 года и налетал более 41 тысячи часов. Это первый случай катастрофы Boeing 787 Dreamliner с момента его ввода в эксплуатацию в 2011 году. Ранее модель подвергалась критике из-за проблем с безопасностью. В апреле 2024 года инженер Boeing Сэм Салихпур заявил о возможных дефектах в креплении фюзеляжа, которые могут привести к разрушению самолета после тысяч полетов. Федеральное управление гражданской авиации США расследовало эти заявления, но отчет так и не был опубликован. Индийские власти начали официальное расследование под руководством Бюро расследования авиационных происшествий Индии. В расследовании участвуют эксперты из США, где производится Boeing 787, и Великобритании, как страны назначения рейса. Компания Aerospace, производитель двигателей самолета, направила команду для анализа данных. Один из 2 черных ящиков уже найден, что может помочь в установлении причин трагедии. Катастрофа стала самой смертоносной в Индии с 1996 года и одной из крупнейших в мире за последнее десятилетие. Последняя крупная авария с участием авиакомпании произошла в 2020 году, когда самолет Air India Express выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Кожикоде, унеся жизни 21 человека. В штате Гоа объявлен однодневный траур 13 июня, отменены все государственные мероприятия.
12 июня мощный град обрушился на несколько районов Карачаево-Черкесской республики. Град начался во второй половине дня и сопровождался сильным ветром и ливнями. Размер градин достигал 2-3 см, что привело к значительным повреждениям сельскохозяйственных культур, включая зерновые, овощные и плодовые насаждения. В Привольном, Малообозинске и Знаменке пострадали поля пшеницы, кукурузы и подсолнечника, а также частные огороды и сады. Местные жители сообщают, что град продолжался около 20-30 минут, но этого хватило, чтобы нанести ощутимый урон. В селе Привольное, где сельское хозяйство является основным источником дохода, фермеры отмечают, что до 70% посевов могут быть признаны непригодными для сбора. В Малообозинске и Знаменке, расположенных в Обозинском районе, пострадали не только поля, но и теплицы, а также кровли жилых домов и хозяйственных построек. «12 июня Дагестан накрыл мощный штормовой ветер, который нанес значительный ущерб инфраструктуре и жителям региона. Шторм начался во второй половине дня и сопровождался порывами ветра, достигавшими скорости до 30-32 метров в секунду. В Махачкале сильный ветер сорвал кровли с нескольких жилых и административных зданий, а также повредил рекламные конструкции. Одним из наиболее заметных инцидентов стало обрушение сцены у стадиона «Анжи-Арена», расположенного в пригороде Каспийска. В нескольких районах Махачкалы и на прилегающих территориях повалены десятки деревьев, которые перегородили дороги и повредили припаркованные автомобили. Жители сообщают о случаях падения веток на линии электропередач, что привело к перебоям с подачей электроэнергии в ряде микрорайонов. Точное количество отключенных от электричества домохозяйств пока не уточняется, но, по сообщениям СМИ, проблема затронула значительную часть города. Улица Советская. Дерево упало, на проводах висит, спиливаем. Мощные штормы обрушились на Техас, приведя к внезапным наводнениям, десяткам спасательных операций и гибели людей. Штормовая система, сопровождавшаяся проливными дождями и грозами, начала накрывать Техас еще вечером 11 июня и достигла пика интенсивности в ночь на 12-е. По данным Национальной метеорологической службы, в Сан-Антонио за 3 часа выпало 142 мм дождя, из которых около 100 мм за 1 час. Это в 2 раза больше месячной нормы осадков для июня, которая обычно составляет около 76 мм. Наводнения затронули северо-восточные районы Сан-Антонио, особенно район Перенбейтель, расположенный недалеко от северо-восточной петли автомагистрали Interstate 410. К 8 часам утра было зарегистрировано более 65 вызовов, связанных с высоким уровнем воды. Спасатели эвакуировали 10 человек из деревьев и кустов примерно в 1,5 километрах от того места, где их унесло течением. Еще 4 получили травмы и были доставлены в больницы. К утру 12 июня власти подтвердили гибель 4 человек, тела которых были найдены в затопленных районах.
Еще 2 числятся пропавшими без вести, и поисковые операции продолжаются. Потоками воды было унесено 15 автомобилей. В Сан-Антонио закрыто более 40 низинных переходов, а в соседних округах Биксар, Камал и Хейс еще несколько. Потоки воды в некоторых районах достигали глубины 1 метр 20 сантиметров, а ручей Леон-Крик, протекающий через западную часть города, поднялся и вовсе на 4 метра. Наводнения также затронули другие районы Южного Техаса. В городе Виктория, к востоку от Сан-Антонио, зафиксировано около 25 случаев спасения водителей, оказавшихся в ловушке на затопленных дорогах. В округе Матагорда, ближе к побережью Мексиканского залива, вода подступила к жилым домам, заливая дороги и зеленые зоны. В результате разгула стихии более 57 тысяч потребителей в Техасе остались без электричества. «12 июня в Зааминском районе Джизакской области Узбекистана из-за сильных ливневых дождей произошел сход селя. По данным местных властей, проливные дожди начались в Зааминском районе вечером 11 июня и продолжались в течение ночи. Интенсивные осадки спровоцировали формирование селевого потока, состоящего из воды, грязи, камней и обломков. Сель сошел в окрестностях города Заамин, затронув сельские махали, расположенные в предгорной зоне. Селевой поток перекрыл несколько участков местных дорог, включая подъезды к жилым домам, и повредил линии электропередач. В результате часть жителей осталась без электричества. Подтоплены десятки домов, а также сельскохозяйственные поля, где выращиваются зерновые и овощные культуры. В ночь с 11 на 12 июня муниципалитет Текила в мексиканском штате Халиско оказался во власти мощного шторма, сопровождавшегося проливными дождями и сильными порывами ветра, которые достигали разрушительной силы, вызывая падение деревьев, повреждение линий электропередач и частичное разрушение построек. Местные СМИ сообщили об обильных осадках и возникших локальных наводнениях, а также о перебоях с электроснабжением и повреждении кровель домов. В районе Ломас-де-Сапопан, расположенном в муниципалитете Сапопан, входящем в агломерацию Гвадалахары, сильные дожди привели к масштабному наводнению. Улица Таррагона стала одной из наиболее пострадавших зон, где вода затопила дома и припаркованные автомобили. Уровень воды на некоторых участках достигал критических отметок, делая передвижение невозможным. По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования Вьетнама, утром 11 июня тропическая депрессия в восточной части архипелага Хуангше усилилась до шторма Вутип. К утру 12 июня центр шторма находился в районе архипелага, двигаясь в западно-северо-западном направлении со скоростью 10 км в час. Сила ветра вблизи эпицентра достигала 8,9 баллов по шкале Бафорта или 62,88 км в час с порывами до 117. Высота волн в море составляла от 3 до 6 метров, создавая опасные условия для судоходства. Сильные дожди, начавшиеся 11 июня, привели к выпадению от 300 до 450 мм осадков в центральных провинциях, таких как Куангбинь, Куангнгай и Куангнам. В некоторых районах, например в Куангнаме, за 6 часов выпало более 200 мм осадков, что повысило риск локальных наводнений. Шторм Вутип вызвал значительные разрушения в прибрежных районах. В городах Дананг, Хюэ и Куангнам зафиксированы подтопления, уровень воды в некоторых местах достигал 80 сантиметров. Наводнения затронули дороги, жилые дома и сельскохозяйственные угодья, приведя к потере урожая. СМИ сообщают также о разрушениях в Центральном Вьетнаме, включая повреждения инфраструктуры и перебои с электроснабжением.
Под влиянием шторма оказался и китайский остров Хайнань. Сейчас на курортах наблюдается сильный ветер, местами идет дождь. Местными властями объявлен 4-й уровень экстренного реагирования. На курорте закрыты пляжи, возле них дежурит охрана, которая не пускает туристов к воде. Из-за непогоды аэропорт в Сане закрыт на несколько дней. Все рейсы перенесены. «12 июня самолет авиакомпании JetBlue, выполнявший рейс 312 из Чикаго в Бостон, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке. Инцидент произошел около 11 часов 55 минут по местному времени. Airbus A220-300, зарегистрированный под номером N3242J, сошел с полосы и остановился на траве. К счастью, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Все пассажиры были благополучно доставлены в ближайший терминал. В качестве меры предосторожности все рейсы в аэропорту были приостановлены до 14 часов. 10 июня южнокорейский истребитель KF-16D потерпел аварию на авиабазе Эйлсон на Аляске во время учений Red Flag Alaska. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время взлета из-за ошибки пилотов, пытавшихся взлететь с рулежной дорожки вместо взлетно-посадочной полосы. Оба пилота благополучно катапультировались и были доставлены в госпиталь для обследования. Воздушное судно получило повреждения, включая возгорание передней части. Южнокорейские ВВС приостановили полеты всех KF-16 и направили группу из 20 человек для расследования и проведения аварийного обслуживания. Окончательный отчет о происшествии будет подготовлен совместно с США. На западе Казахстана зафиксировано масштабное нашествие саранчи. Заражено более 120 тысяч гектаров сельхозугодий в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области. По словам специалистов, такая активность саранчи наблюдается раз в 10-12 лет из-за природного цикла. Несмотря на масштаб бедствия, власти уверяют, что угрозы урожаю нет. Обработка полей ведется с использованием аэрозольных генераторов, легкой авиации и дронов. Как утверждает руководитель территориальной инспекции Министерства сельского хозяйства, эффективность мер оценивается в 90-92%. Вторые сутки подряд на Земле начинаются с магнитных бурь. При этом, если вчера магнитная буря была слабой и непродолжительной, то буря, начавшаяся около 23 часов по московскому времени в минувший четверг, уже немного превысила уровень средней магнитной бури, класса G2, и продолжается уже длительное время. Ввиду отсутствия на Солнце мощных или даже средних вспышек, скорее всего, в обоих случаях причиной магнитных бурь является влияние на нашу планету потока солнечного ветра из корональной дыры, отличного по своим параметрам от средних значений. Данное событие отсутствовало в прогнозах мировых центров, так что оценивать продолжительность и возможную силу этой магнитной бури сложно. По прогнозам на ближайшие 2-3 дня на Земле будет наблюдаться период неустойчивой геомагнитной обстановки с повышенными геомагнитными индексами и с вероятностью магнитных бурь среднего и сильного уровня, класса G2, G3. Спасибо за просмотр и до завтра на нашем канале.